Можно сказать так, что 90% беспилотников в России летают на воздушных винтах нашего производства. А большая часть спортивных авиамоделей в мире сделана из материала нашего производства. И делается это все, ну скажем так, не совсем хитрым способом, но делается все это нашими руками и в пределах Ростова, Ростовской области. И это все в пару-тройку километров от меня, друзья. Да, в Можете соседнем себе гараже, можно представить. сказать. Да, можно сказать, в соседнем гараже. Друзья, всем привет! Это будет самая первая серия про ростовские секретные лаборатории. Конкретно в этой я хочу вам показать, как у нас здесь производятся беспилотные летательные аппараты. По максимуму постараюсь доложить вам всю информацию, выпытать все секретное, так что рассаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Много показывать не будем особо. Кто узнал помещение? Признавайтесь. Слышу здесь голос. О, приветствую вас. Ну что, мы уже снимаем, да? Так, с чего начнем? С какого помещения лучше начать? Ну, можно начать вообще прямо отсюда, да, и спуститься вниз. Мне говорили, что в России ничего не делается. Это как так? Ну, тут, оказывается, по соседству много чего делается. И это же не только на оборонку идет. Вы не подумайте. Да, на самом деле, да, вот именно то, что мы видим здесь, это проекты, которые чисто под гражданский сегмент. Здесь никаких военных разработок, ничего. Ну, даже если есть военные разработки, но в данном случае, то есть мы говорим только про гражданское применение этих беспилотников. То есть это такое небольшая партия, которая, грубо говоря, на ближайшие пару месяцев в работу, в эксплуатацию. Вот так это выглядит вживую, друзья. Готовые, собранные беспилотники. Да, при этом зеленый самолет, который у нас на стене, это самолет, который совершил больше 500 взлетов, в общем-то, и успешных приземлений. Уже в качестве реликвии просто повесили на стену, отдать дань нашему трудяге. Это большая модель, 3212, наверное, самый тяжелый среди наших гражданских беспилотников. В общем-то, время полета порядка 6 часов. Ну и со своими задачами, которые перед ним стояли, справлялся просто великолепно. Рядом, наоборот, самый маленький самолет, это 3208, размахом 2 метра. В воздухе летает порядка 2,5 часов. Далее мы вам покажем, из чего оно состоит. И, я надеюсь, попробуем даже показать, запустить, как летает. Конечно. Вот так он выглядит в разобранном состоянии. Ребята, видите, снизу куча лючков, где помещаются батареи, оборудование. Парашютный отсек также. И система крепления крыльев здесь очень интересная. Мне понравилась. Ну а вот полезная нагрузка. Собственно, ради этого все это дело и затевается с беспилотниками. Камеры устанавливаются на подвесы. Это обычные гражданские фотоаппараты, которые, ну, определенным образом модернизированы под работу с нашей фотоплатой, с нашим автопилотом. Фотоаппараты работают, можно сказать, на износ. То есть мы знаем, очень хорошо знаем ресурс этих камер. Ну и как они работают? Нормально? Долго? Ну, Ломались хоть когда-нибудь? Конечно, конечно. То есть фотоаппараты основное у Sony, как ни странно, это затвор, то есть шторка клинит очень часто. На фотоаппаратах серии Next, ну, хватает их, честно говоря, там порядка 70-100 тысяч снимков. Sony Alpha 5000, 6000 снимает в районе 200 тысяч снимков. Ну и Sony RX1 и RX1R живут, ну, порядка 500 тысяч снимков, и дальше все начинают клинить, все выходят из строя. Мы к этому спокойно готовы, поэтому фотоаппаратов всегда есть с запасом. Слушай, ну это, по-моему, какая-то очень жесткая информация от каких-то жестких эксплуатантов камер просто, которые их изнашивают по-черному. 100 тысяч, 200 тысяч Ну, нужно понимать, снимков, да, это что вообще космос. за один полет беспилотника камера делает минимум 7 тысяч снимков. В день беспилотник делает, ну, минимум 3 полета. Вот и вся арифметика. То есть, если камеры хватает на месяц, то можно сказать, что это прямо успех. Ну, слушай, прям статистику можно Да, тут вести. Стенд для испытаний фотоаппаратов, счетчик кадров. Так, а назначение вот этого? Фотоаппараты гражданские, и мы же в них, то есть, полностью их разбрасываем. Ага. После этого подкидываем туда, скажем так, ну, некоторые наши компоненты. И для того, чтобы проверить, что гражданский фотоаппарат корректно будет работать с нашим автопилотом, он там порядка 3 часов, обычно 3 раза по 3 часа стоит, щелкает на стенде, и только после этого мы берем его в работу. Угу. То есть бывают такие вещи, что фотоаппарат был куплен новый, произвели переделку, а он там полчаса на стенде не выдержал. То есть
Ну, грубо, мы как компания сэкономили деньги на том, что не стали поднимать его в воздух просто, чтобы не получилось этих вот бесплатных полетов. Карбоновые винты сами изготовляют. И сейчас мы вам покажем, как выглядят матрицы, чтобы делать подобные детали. Детали выходят уже из матрицы, вот такие гладенькие, красивые, полированные, потому что матрицы очень качественно обработаны. Ну вот целая линейка пропеллеров. И для квадрокоптеров, здесь и такие беспилотники есть, и для самолетов. Квадрокоптеры вот такого плана получается. Как луноход, блин. Снизу вот голова с камерой. Головы тоже сами делают. Ох. Что ты хочешь показать, Артем? Хочу надпись сказать. А, надпись. Да. Не верхнюю, нижнюю. Нижнюю? Да. Ну вот такая надпись. Все с карбона сделано тоже в матрицах, все очень легкое. Весь этот аппарат весит сколько? 12 килограмм. Но основной вес это масса аккумулятора. Все из карбона, друзья. А это что за аппарат? Это небольшой беспилотник. Основная задача его была работать для полиции. Таких вещей было произведено порядка 3000 штук. То есть именно такие штрафы выписывают потом? Нет, нет. Нет? В других целях, да? да? В других целях. Штрафы выписывают беспилотники чуть большего класса, а этот нес небольшую камеру, и его задача была немножко другая. Такой гладенький весь. Тоже в матрицах? Конечно, да, то есть полностью композитное производство, причем этому беспилотнику уже порядка 10 лет. А это генератор тут так небрежно стоит. Генератор для увеличения времени полета как раз-таки беспилотников мультироторного типа, то есть он устанавливается набор для того, чтобы постоянно заряжать аккумулятор, и тем самым, то есть время полета продлевается там до 8 часов. Ребята даже не знают, что такое мультиротор, многие. И бывают беспилотники самолетного типа, это когда самолет летит в горизонтальном полете. Бывает мультироторного типа, это да, беспилотники, которые взлетают и приземляются вертикально. Ну, бывает еще квадрокоптер в основном, да, скажем, по-простому. квадрокоптер или там аппарат вертикального взлета. Бывают, скажем, гибридные версии, которые называются втолы. Это когда аппарат взлетает вертикально, после чего переходит в горизонтальный самолетный полет. Приземляется, соответственно, также вертикально. Один из таких аппаратов это как раз-таки вот одна из модификаций беспилотника 3210. Вот таким вот образом он будет выглядеть. То есть это обычный классический наш самолет, из которого мы сделали квадрокоптер, что будет позволять ему взлетать вертикально, после этого начинать работать в горизонтальном режиме. Ну, то есть, ребята, по-простому, к самолету добавляется еще квадрокоптер для вертикального взлета. Да. Мелкий квадрокоптер. Да. Я уже пробовал на ощупь эти лапки. Какие же они легкие, ребята. Все опять же потому, что делается все в матрицах. Внутри все пустотелое. Вес какой одной трубочки такой? 15 грамм. Вот это да. 15 грамм вес. И защелкивается все. Все на защелочках. Супер. Это немножко спортивная часть нашего творчества. То есть помимо основного рода деятельности мы еще и являемся действующими спортсменами сборной команды России по авиамодельному спорту в классе гоночных моделей. То есть мы летаем как на классе F3D, так и на F5D. Неоднократные призеры, победители чемпионатов России. Постоянно представляем страну на чемпионатах мира, на Кубках мира. Большая мечта у меня показать вам, ребята, как летают такие гоночные модели. Вот одна из них. Обратите внимание, это крыло и фюзеляж. Да, от самолета класса F3D. Это такая, скажем, одна из последних итераций модели. Здесь очень-очень хитрый аэродинамический профиль, потому что гоночный самолет, как мы все привыкли, что в классическом виде самолет летит в горизонтальном полете вот таким вот образом, то есть да, куда-то он постоянно стремится, то гоночный самолет, как правило, летит у нас большую часть времени на ноже. Именно поэтому здесь применена такая очень сложная аэродинамика. Если с другой стороны посмотреть на профиль, можно обратить внимание, что он совсем не классической формы. Даже на таком, казалось бы, простом гоночном самолете применено порядка 6 различных профилей. В каждом сечении разный профиль Да, получается. абсолютно верно. И плавно переходит один в другой.
Ну и скорость полета таких моделей там от 320 до 350 км в час. Без турбины, без турбины. Без турбины на винте. То есть в данном случае у нас двигатель 6,5 кубов, труба включается, и мы полетели. Ну, дистанцию с 10 кругов мы пролетаем за 60-65 секунд. То есть это достаточно быстро. Ну, очень хочется посмотреть, Конечно, как летают посмотрим. такие модели. Я вам покажу, ребята, обязательно. Не знаю, может не в этом видео, может в каком-то из следующих, но до конца этого года постараюсь. Все-таки соревнования проходят. Моя задача, главное, туда попасть и все это дело заснять. Здесь помещение, в котором у нас работают наши летчики, наши эксплуатанты. То есть здесь это просто их база. Они прибыли с объекта, обслужили самолеты, там зарядили аккумуляторы и после этого, соответственно, поехали дальше на работу. Вот таким вот образом выглядят аккумуляторы на беспилотник. Используется одновременно 4 аккумулятора. Общая емкость 32 тысячи миллиампер. Почти как автомобильный аккум. Хоп. Все. Аккумы дома. Это получается место хранения. Да, таким вот образом он здесь живет. Здесь консоли, здесь тушка. Парашют, вон вижу, все. Парашют отстегивается, да, получается? Да, после приземления, чтобы беспилотник не тащило по земле, парашют сразу после касания отстегивается. Соответственно, у парашюта нет точки опоры, он просто падает рядом. Если не отстегнуть парашют, то его может тянуть за собой там Ну да, ветер же огромное бывает. количество времени. Ну а здесь, ребята, формуются детали. И сейчас мы вам покажем матрицы. Тот самый карбон сверхтонкий. Да, 25 грамм на метр. Так называемый спред. Это полностью нашего производства углеволокно. Делается очень-очень сложным путем, но тем не менее в конце получается один из самых легких и самых прочных материалов даже среди карбона. Ну, чтобы вы понимали, друзья, я когда свой планер огромный делал и искал самое легкое углеродное волокно, точнее ткань, я смог найти только 100 грамм на метр. А здесь 25 грамм на метр. При этом материал очень хорошо, эффективно гнется в любых направлениях, и получать можно абсолютно любые детали, даже, например, вот такие вот вещи. Уф, маленький беспилотник. Микро. А вот здесь уже заготовки. Раскрой под винты. Ух, сколько их. Ну, то есть, видите, да, ребята, как в России ничего не делается. Причем это не государственная организация. Абсолютно верно. То есть здесь нет никакого участия государства, мы полностью частная компания, в общем-то, существуем и ведем свою хозяйственную деятельность только за свой счет. И, скажем так, большая часть наших заказчиков – это предприятия России, это либо связано с услугами, либо с продажей беспилотников, но в любом случае мы ориентируемся только на российский рынок. То есть мы патриоты своей страны и хотим, чтобы и часть беспилотия развивалась у нас очень активно. Можно сказать так, что 90% беспилотников в России летают на воздушных винтах нашего производства, а большая часть спортивных авиамоделей в мире сделана из материала нашего производства. И делается это все, ну скажем так, не совсем хитрым способом, но делается все это нашими руками и в пределах Ростова, Ростовской области. И это все в пару-тройку километров от меня, друзья. Да, в Можете соседнем себе гараже, можно представить, сказать. Да, можно сказать в соседнем гараже. Ну, карбон вообще. Чуть-чуть тяжелее, чем карбоновая вуаль. Только вуаль, она нагрузку не несет никакую, а это... Да, это специальный нож, нагрузочная чтобы резать карбон. Можно сказать, что это нож для пиццы, но на самом деле это нож для работы с композитными материалами. Вы его как-то затачиваете по-особому? Да, там есть нюансы. Ну, очень важно, чтобы он был именно круглый, а дальше уже правильно А заточить. на чем именно резать потом? Какое? Подложка какая? Вот Ребята это вот кладут стол и фанеру, все? да. А, просто фанерка, да? Да, фанера ДВП, неважно уже. Есть вот такие материалы, но это не наши, то есть это знают все, с этим все работают. Ну, это То да. есть ничего интересного. Да, это такое я покупал. Если интересно, то мы можем большую матрицу открыть. Конечно, Да. интересно. Вот большую очень интересно. Я бы хотел бы еще бы крылышко посмотреть. Конечно, давай откроем крыло еще. Это под винт? Это под винт. Ох.
какая роскошь. Ну вот смотрите, друзья, как это выглядит. Что такое матрица? При этом нужно понимать, что это абсолютно рабочая матрица, с нее снято уже, я думаю, больше 1000 изделий, и она до сих пор в работе. Делается на ЧПУ, фрезеруется, а потом вы ее полируете как-то, да? Ну, Она, обработка видно, происходит. Отшлифована Да, очень хорошо. проходит обработка, но обрабатывается один раз, а дальше она, скажем так, она уже не идеально блестит, но у нее нет такой задачи. То есть у нее задача быть вот именно Ну, так, понятно, как это есть. если уже много сделано, то Конечно, понятно, она будет конечно. не идеально блестеть. Давай самую Помоги. большую. Может, для гонки есть для гонки? Для гонки здесь здесь... крыло? Или оно закопано? Да, да. Мы достанем А, крыло ну, с планера, о. на котором ты летал в прошлом видео. О, Так, а куда мы? А мы сейчас очень интересно. Я, кстати, в прошлом видео обещал показать вам подобную матрицу. И вот она, ребят. Обещание выполняю. Вот так выглядит матрица под крыло для планера, парителя. F3K. Правильно? Абсолютно верно. Вижу. Долго она, видно, стояла без, Несколько лет. без работы. Видно, что пыль попала. Причем обратите внимание, что это не алюминиевая матрица. А я думал, алюминиевые тоже. Есть алюминиевые матрицы, есть не алюминиевые матрицы. То есть был момент в производстве, когда нужно было делать большие партии, поэтому в работе было порядка 5 матриц, из них 2 были алюминиевые. Алюминиевых не напасешься, короче. Ну, уже снято было с готового, правильно? Конечно. Так что это попроще уже. Алюминий, он дал геометрию, а дальше уже все пошло. Здесь уже не нужен никакой разделитель, как я понимаю. Здесь все отслаивается само по себе, правильно? То есть да. вот к этому синему материалу оно просто, карбон не прилипает. Ну, мы наносим легкий слой ПВС, но в целом нужно сказать так, что там пропитано все настолько, что уложили, высохло, разъединили матрицы, изделия И готовы. красить можно сразу, правильно? Да, конечно, то есть модели красятся все изделия красятся в матрице, то есть красится матрица, укладывается материал, закрыли, все это высохло, достали, уже все готово, открашенное изделие. Вот, ребята, видите, даже он говорит высохло, а вы мне полимеризация. Ну, конечно, да, мы можем разговаривать про В полимеризацию. быту можно как бы Да. давать слабину себе и говорить так, как удобно. Вот Вообще они. можно заглянуть под стол, да, Ящички. и понять, сколько там. Сейчас заглянем под стол, заглянем. Как раз вы будете туда ее укладывать, и мы заглянем под стол. Все, что здесь есть, это матрица либо на планера, либо на гоночной модели. Матрицы, они дороже золота, друзья. Конечно, то есть каждая такая матрица позволяет делать не просто десятками, а иногда сотнями и тысячами изделия. В случае Это с винтами. все крылья, винты. Ну, винты алюминиевые. Это всего лишь одна форма, а их очень много. Такой у нас станочный цех, где, в общем-то, делает силовой. Сейчас станок режет силовой каркас на самолет. Это лонжероны, корневые, концевые нервюры. Также каркас непосредственно в центроплан. Ну и стоят 2 станка фрезерных, на которых, собственно говоря, и рождаются все эти матрицы. Вот они. Вот один фрезер. Тут довольно крупные можно детали фрезеровать. Он в длину, обратите внимание, больше, ребят. Видите? Да. Специально под крылья заточенные, я Всё так абсолютно подозреваю. верно. А этот, наверное, малыш под винты заточенный. Ну, может быть, не под винты, под более мелкие вещи. То есть у нас регулярно происходит ситуация, что на этапе проектирования мы проектируем самолет не исходя из каких-то аэродинамических свойств, а исходя из размера станка. То есть если нужно сделать чуть больше, а станок не позволяет, то нам приходится ужиматься, каким-то образом постоянно искать компромисс. То есть мы тоже грешны в этом плане. Ну, а это лазер по дереву. До какой толщины он берет? Шестерку режет спокойно в один проход. Уговорил еще показать одну матрицу. На этот раз алюминиевая, большая. Такой же большой слой пыли, на ней обратите внимание. А как она туда внутрь попадает? Через каналы. А, точно. Это матрица под фюзеляжи. Довольно сложная технология. Внутрь шарик вкладывается, такой тоненький, длинный. Потом он надувается, и лишняя смола выходит. Ну, это в 2 словах. Тебе нравятся такие технологии? Да, признайся честно. Круто. Лучше, говорят, чем такая штука еще не встречали.
Именно, да, для Ребятам работы с можно алюминиевыми верить. матрицами. То есть это разделитель для матриц. Ну, в общем-то, логичный вопрос, как мы все дошли до этой жизни. До этой жизни все мы дошли очень таким непростым путем. Все начиналось с того, что в 9 лет мы пришли в авиамодельный кружок, и с тех пор мы оттуда не уходили. Начиналось все это дело 15 лет назад с производства спортивных моделей для такого технического вида спорта, как авиамодельный спорт. То есть мы производили модели для класса F3D, класса F5D, разные спортивные планера. То есть после этого, вместе с развитием беспилотного рынка в России, мы полностью перешли на производство беспилотных авиационных систем, ну и, в общем-то, заняли свою нишу на этом рынке. То есть мы занимаемся как производством беспилотников и полезных нагрузок, что очень важно на сегодняшний день, также и активно эксплуатируем нашу, собственно, технику и оказываем услуги промышленным предприятиям нашей страны. И это как раз тоже полностью наша разработка, наш автопилот и контроллер управления двигателем подвеса. Следующая итерация нашего автопилота. Здесь смонтированы абсолютно все модули на одну плату. Это вот то, что мы видели с вами ранее, это будет вот следующая модификация этого автопилота. То есть это, ребята, предыдущая, а вот это новая плата. Автопилот. Целиком все на одной плате. Как-то мы удачно заехали. Прям вот сейчас вот этот берем, друзья, и протестируем. Он еще, кстати, ни разу не летал. На самом деле, да, то есть в плане, скажем так, уникальности, разработок и всего остального, очень часто же всю мультироторную технику сравнивают с лидером рынка, с компанией DJI. И разные вещи, то есть нами были разработаны, такие как, например, быстросъемы на винты. Левая и правая резьба получается под каждый проб. Ну, там под разное вращение пропов своя резьба. Да, то есть таким образом, чтобы винт сам себя затягивал в момент работы. Ну и также точно разбираются лучи. Сделаны быстросъемные гайки. То есть такие все быстросъемные крепления, также полностью наша разработка. Вес попробую. Даже с двигателем весит немного. Привезли квадрик уже. Хорошо, когда можно сразу и показать, и полетать. А ты волнообразными движениями крутись. Или ты по всем осям пройдешь? Так, еще подъехали. Калибровка квадрокоптера. Я, кстати, тоже так делал со своим. Арбузоносец, помните, ребят? Сборка самолета сейчас будет. А антенна сколько? 900. 920. Проверка вращения винтов. Первый раз будет запускаться, ребят. А вот в чем прикол. Артем взял пульт, будет взлетать. Предполетная подготовка, друзья. Мы готовы. Все. Готов? Готов. Запуск. Все, пошел. Я его уже и не вижу. Сейчас увидите, мы его сюда приведем. Все ждут. Где он там? Он сейчас опять на первую пойдет, да? Полетное задание. Он будет летать по старой, если... Режим облет круг. Режим круг вправо. Подошел. Выброс парашюта. Хлоп. Вот такая вот посадочка.
И вот в таком ключе десятки и сотни полетов, друзья. Взлет, посадка, полет до 5 часов, если это нужно, конечно. Конечно, страшно, когда боишься. А он не сильно там в траве, ребят. Что-то он там как-то прям совсем в траве, как шпион. Что-то резко он как-то. Уборка шасси. Здесь показывают то, что мы смотрим. Мы смотрим напряжение действующее, действующий ток по маршруту, как летит, высота. Держит стабильно высоту, углы держит, ток в пределах нормы. Как бы летит ровно, четко. Веточки поскосило. В середине сентября будет мероприятие по вот таким вот гоночным моделям, ребята. И я хочу его обязательно посетить и снять для вас сюжет интересный. Это, конечно, стоит увидеть, потому что вещи довольно-таки прикольно, необычно летают и просто с нереальной какой-то безумной скоростью. Так что, кому это будет интересно, подписывайтесь на канал, ждем следующих видео. Ссылочки на Инстаграм и на сайт, ребят, я оставлю в описании к этому видео. Ну а у меня все, всем пока, до новых встреч!